В этом видео очень старая и, наверное, уже всем известная идея, как с помощью коврика из винила превратить обычную картонную коробку в корзину для хранения. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Lily DIY Art Stories. В основе будет коробка для обуви. Я выбрала очень плотную, жесткую и подходящего для меня размера. Из хлопчатобумажной ткани вырезала полоску, ширина которой больше высоты коробки примерно на 7 см. С помощью клея ПВА наклеиваю полосу на внутреннюю сторону коробки. Клей обязательно размазываю кисточкой, чтобы ткань равномерно наклеилась. И наклеиваю так, чтобы части припусков длины одинаково оставались с двух сторон. Припуски в части донышка лучше подклеить полностью, но я подклеила только уголки. И подклеиваю припуски в верхней части. Из гофрокартона вырезала донышко, его также оклеиваю тканью. Донышко вклеиваю внутрь коробки. И получилось вот так. На крышке коробки срезаю 3 боковые стороны. Внутреннюю или нижнюю часть заклеиваю тканью. И получившуюся крышку приклеиваю на коробку. Приклеиваю с внешней стороны. И теперь даю некоторое время, чтобы клей хорошо подсох. И получилось вот так.
Этот виниловый коврик размером 50 на 80 сантиметров покупала в самом дешевом супермаркете. Мне нравится его цвет, поэтому закрашивать его не буду, оставлю как есть. Коврик нарезаю на полоски. Часть из них будут широкими, состоящими из 3 полосок, а часть узкими, состоящими из одной полосы. На донышке коробки по всему периметру отмечаю точки, расстояние между которыми 3 сантиметра. В соответствии с этими точками наклеиваю узкие полоски. Длину отрезаю по месту, и она равна высоте боковины коробки. Так наклеиваю по всему периметру. И в итоге получается вот так. Широкие полоски будут располагаться горизонтально. Все стыки располагаю так, чтобы они скрывались под вертикальными узкими полосками. А затем переплетаю полоски так, как это делают при плетении корзин. Эти широкие полоски я сначала приклеивала через большое расстояние точечно, но потом поняла, что делать это нужно по всей длине полосы, поэтому вам рекомендую приклеивать их на всем участке. Опять же, стыки скрываю под вертикальной полосой. И точно так оплетаю еще 3 широкими полосками. В итоге получилось 4 ряда. И последний ряд не доходит до верхнего края коробки примерно на 1,5 сантиметра. Но позже это пространство закроется плетеной косичкой. На крышке я также делаю такое же плетение. При этом от края крышки отступаю примерно на 1 сантиметр по всему периметру. И обратите внимание, здесь я уже приклеиваю широкую полоску по всей длине. Это то, что я вам рекомендовала в самом начале плетения. И вот что получилось. Безусловно, можно весь коврик нарезать на узкие полоски, а потом плести таким же узором, как у меня, или же совершенно другим. В общем, как нравится вам. Теперь из шнура толщиной 5 мм сплету косичку. Отмеряю длину периметра коробки и добавляю еще половину этой длины. То есть длина каждого шнура – это 1,5 длины периметра. И всего нужно 6 таких шнуров, потому что косичка будет из двойных шнуров.
Плету, как все косички, обычным образом. Концы я заматываю бумажным скотчем. Затем обрезаю, оставляя узкую полоску скотча. Смазываю клеем и скотч снимаю. Таким же образом заделываю все концы. Наклеиваю косичку сначала на боковину коробки. Такую же косичку сплела и для крышки. Здесь наклеивать начинаю с передней части. Кусочек толстой хлопковой веревки разделяю на отдельные нити, из которых делаю кисточку. Концы завязки кисточки завожу в деревянную бусину. И в таком виде кисть закрепляю на коробку. На дно коробки с внешней стороны я наклеиваю кусочек линолеума. У меня корзинка будет стоять в ванной комнате, поэтому линолеум поможет защитить картон, если вдруг вода попадет на поверхность тумбы, где будет находиться корзина. Вот такая корзинка получилась, в которой можно хранить всякие мелочи. Буду рада вашим комментариям, и если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.